Вітаю! Це чергове відео з циклу «З України», де ми розповідаємо про життя наших переселенців в різних країнах світу. Сьогодні про Молдову. Так, ми знімали його майже місяць, тому дещо вже змінилося. Наприклад, з'явилася листва на деревах. Але навіть як документування нашої історії, я вважаю, що такі відео треба знімати і треба дивитись. Тож, приємного перегляду! Привіт! Мене звати Юля, я з Києва. Я приїхала з мамою, з двома своїми дітками, вони вже подростки, і з кицькою. Ми в Кишиневі вже більше 2 тижнів і вже, в принципі, тут якось освоїлись, розуміємо, де що. Мы из Одессы. Я родом из Николаева, но мы с дочкой живем в Одессе уже очень много лет. В Николаеве осталась наша семья. Так получилось, что мы войну встретили в Николаеве, просидели 2 недели у моей сестры, ее семьи под бомбежкой. Было очень страшно. И потом в какой-то момент мы приняли решение, что кому-то нужно уезжать. Сестра уехать не сможет, потому что у нее муж и сыновья призывного возраста на 4-ю волну. А кому-то нужно ехать, как-то потом искать работу, зарабатывать для семьи деньги. И мы решили, что это будем мы с Софьей. Сели вдвоем и поехали. Поехали в Кишинев, ну, потому что это недалеко и почти дома. То есть это такое ощущение, что мы... что мы можем вернуться сразу. Меня зовут Людмила. Значит, я жила в Мариуполе, жила со своей дочкой, со своей семьей, мама, папа, дедушка, бабушка. Жила хорошо, уютно. У меня была своя квартира, которой сейчас уже нет, к сожалению. Случилось так, что за день до войны, может, это какой-то фарт, может быть, это мне Бог так послал, что я отправилась в командировку в Одессу. И как раз в этот день я сижу в отеле вместе с дочкой, потому что у них онлайн-обучение было, и получилось так, что она говорит, поехали со мной вместе. Мы поехали на машине, и я услышала звуки похожие на Мариуполь, потому что мы живем на Восточном, жили мы на Восточном, и тут услышала бабахают. Я говорю, дочке, война, Вероника, война. Она говорит, как, опять что ли? Потому что, был 14-й год, по мне можно видеть, вот у меня остатки остались от 14-го года, вот эти все обломки, которые на меня летели, когда были тогда грады. Начала читать, и все, и пришлось остаться в Одессе. В Одессе мы находились дней 5, и потом уже в безысходности мы поняли, что Мариуполь обстреливают градами. Пока была связь, но уже потом она прекратилась. И мы решили ехать вот сюда, в Молдову. Семья осталась под блокадой. Тогда доходили смс-ки, они сидели в коридорах. В коридорах воду отключили, газ отключили. Кому я могла дозваниваться, это была моя подружка. Я ей раз звоню и спрашиваю, как дела? Она дышит часто, говорит, что такое? Я ползу. Я говорю, куда ты ползешь? За супом. Я говорю, что такое? Тут грады летят, но мне суп надо, потому что у меня остались последние продукты. Ой, труп лежит, она мне говорит, и связь оборвалась. После вот такого услышанного я начала дальше прозванивать родителей, связи нету, друзей, связи нету. Дозвонилась еще сестре. Она у меня такая я ее называла, великий воин, я ее называла. Она выходила с утра с сумочкой и ходила. Там она посмотрит, потому что началось мародерство. Люди начали разбивать все магазины, вытаскивать оттуда все товары, все, что есть. И где-то лежит туалетная бумага, она в сумку бросит. Где-то кто-то корм кота рассыпал. Она их ела вместо чипсов, потому что есть было нечего. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Не выходила на связь со 2 марта. Макароны? Да. Рис? Да, если можно. Дали килограмм картошки у меня есть. Да. Что картошка есть. Что даешь? Еще не было, да? Да, гели душишь. Гели душишь. Яблоки.
Спасибо. Это печенье. Ой, если можно, да. Там печенье 2. Окей. Я из Украины и из Одессы. В Одессе у меня своя студия восточного танца. Я инструктор по танцам и по йоге. Еще я фотограф. То есть и то, чем я сейчас занимаюсь, ввиду сложившихся обстоятельств, конечно, очень сильно отличается. В Одессе у меня муж и сын. Сюда я выехала с дочкой. Вообще не планировала выезжать, вот как-то вообще не собиралась. Но в какой-то вот момент муж сказал, что вот надо быстро, вот есть машина, вот есть 2 места, и ты должна с дочкой выехать. То есть вот и мы выехали. Насколько нас душевно встретила Молдова, конечно, это просто до слез. Вот реально, потому что вот просто руки подают. Просто руки подают. Теплая, если где-то остановиться, теплая еда, теплое питье, куда подвезти. Нас встречали. И несколько дней я перевела дыхание. Ну, я как бы поняла, что если Молдова помогает, ну, почему я, здоровый человек, должна сидеть. То есть так как я не планирую никуда дальше ехать, то я решила, ну, быть полезной здесь тоже. Сколько у вас человек? Нас 5, 2 мамы и 3 деток. Маленькие грудные детки есть? Немає, 5, 7 и 11. Хорошо. Искала пути, как бы найти, ну, возможность быть здесь полезной. И вот меня направили в этот центр, где Аня. И я очень благодарна Вселенной за то, что вот меня свела вот с такой командой, которой я оказалась. Я очень, ну вот, действительно счастлива, потому что мне вот Вселенная посылает таких людей, от которых просто вот, ну, вот до глубины души, ну, вот, я не знаю, вот родные люди. Вот просто оказалась в своей какой-то стихии, там, где также любят помогать. Первый день появления вообще центра, это было 27 февраля, вот мы здесь все собрались, в этих помещениях еще ничего никогда не было, поэтому мы первый день здесь убирали, мыли после стройки, вот строительный мусор, на следующий день мы вечером приняли первых людей. Вот 28 февраля приехали 2 девушки с 2 детьми, но здесь было еще холодно, и мы попросили жителей дома забрать их себе. А на следующий день, вот 21-го уже, получается, мы полностью начали работать как полноценный центр. У нас уже были 10 или 15 человек. С каждой границы есть бесплатные автобусы, которые привозят в Кишинев. Тут я тоже объясняю, как доехать до нас, и люди часто вообще приезжают без звонка. Добрий день, слава Україні! Доброго здоров'я всім! А скільки людей виїхало в Молдову і скільки наразі залишається там? Загальні цифри українських вимушених переселенців, які перетнули українсько-молдовський кордон, досягає приблизно 360-380 до 400 тисяч осіб. Щоправда, треба визнати, що Молдова не була країною їхнього фінального призначення. Більшість із них розглядала її виключно як транзитну країну і, зупинившись на кілька днів, прямували далі до Європи через Румунію, Угорщину, ну і далі. Тому станом на сьогодні трохи менше 100 тисяч українських громадян залишається на території Молдови. Багато з них були змушені залишити свої домівки або взагалі без документів, або з неповним переліком документів, які дають право на перетин державних кордонів і української, і молдовської, і далі по Європі. Є ситуації, коли є сім'я або мама з дитиною, у мами паспорт є, в дитини паспорта немає. І в дитини немає ніяких документів взагалі. В таких ситуаціях ми можемо дитину вписати у паспорт одного із батьків, засвідчити своїм підписом і печаткою. Бувають ситуації, коли у людини немає чинного паспорта. Якщо дія паспорта закінчилася у 2018 році, ми продовжуємо його на 5 років, і це означатиме, що він буде діяти до 2023 року. Можуть бути ситуації, коли людина взагалі не має ніяких документів, от просто жодного документа, або має лише документи у застосунку «Дія» в електронному вигляді. І мої колеги з консульського відділу можуть видати такий дуже тимчасовий документ,
в якому засвідчуємо прізвище ім'я по батькові, засвідчуємо, що дана особа є громадянином України, і засвідчуємо її фотографію своєю печаткою. Це такий надзвичайно тимчасовий документ, як правило, одноразовий, який багато європейських країн визнають як для того, щоб людина могла прибути як біженець. Як правило, одним із гуманітарних транспортів. Молдова не мала досвіду до цих пір прийому такої кількості біженців. Якщо б не об'єдналося суспільство, молдавська держава просто б не змогла з цим нічого зробити. І я дуже радий тому, що молдовське суспільство так об'єдналося заради підтримки цих людей, котрі тікали від війни. Когда произошло вторжение, и эта новость долетела до нас, да не только новость. Я лично слышал хлопки взрывов в ночь на 24 февраля. Нас это всех потрясло, никто на самом деле не думал, что это может произойти, но это стало реальностью. А у Михая вообще семья была в Киеве, когда все произошло? Мы 23 числа еще были в пути, ездили, записывали, делали доработки к песне «Тринулец». Вот, и приехали поздно ночью. Проснулся от того, что мне звонила моя супруга 25 раз ночью. Вот. Когда я позвонил ей, она сказала, война началась. И все, и у меня просто... Я потерял просто опору. Все мысли были только о спасении. 24 числа мы еще решили переждать, потому что была сильная паника. Куча народа ломанулась в стороны границ, вот, в Молдову и так далее. Поэтому 25 числа они выехали и ехали трое суток. Конечно, первым делом мы начали связываться с нашими друзьями, потому что мы частые гости в Одессе, у нас друзья там, музыканты, и когда пошла волна беженцев, то мы по возможности каждый принимали в этом участие, встречали на границе семьи, дальше их сопровождали до границы с Румынией, либо организовывали перелеты уже на самолетах отсюда, пока было пространство открыто. В общем, мы пытались помочь тем, чем могли на тот момент, для того, чтобы проявить свою солидарность с украинским народом. Нас очень тесно связывает культурная подоплека, так как творческие люди в Украине, мы их очень многих знаем, мы очень со многими дружим десятилетиями. То есть наши друзья волонтерят, наши друзья воюют, наши друзья, то есть, записываются в тероборону. Было время, когда мы ездили в Украину просто каждые выходные, то есть буквально до войны. Это происходило годами, поэтому кто-то из нас задумывался и задумывается, может, вероятно, даже переезжать в Украину и так далее. То есть, поэтому, естественно, это был шок, это ужасно, то, что там происходит. Я не могу сказать, что мы сочувствуем, мы злы. То есть в данный момент только это чувство может одолевать. Поэтому все помогают как могут, возят людей, находят жилье, донатят, какую-то часть своих денег, зарплаты там отчисляет. Люди очень много помогают. И у нас есть ребенок нам принес свою копилку на помощь беженцам. Мы ее храним как символ поддержки. Мы ее не тратим, ничего, но это наш тоже такой символ того, как люди поддерживают беженцев и как помогают. Молдовське суспільство демонструє дуже високий рівень співпереживання на простому людському рівні. І є надзвичайно силе прикладів, коли абсолютно незнайомі люди пропонують своє житло, чи квартиру, чи будинок, чи кімнату в будинку, чи кімнату в квартирі для розміщення одної, двох, трьох сімей. Це ж в кожного які можливості є. Коли ми приїхали в Кишинев, ми не знали, де будемо жити. В нас була знайома, їх компанія допомагає всім, ким може, і вони нам забронювали
номер в готелі. Декілька днів ми жили в готелі з Кицькою. Так, вони були не дуже раді, але пустили нас. А потім вони допомогли нам знайти квартиру, яку тут здає їх сотрудниця. І зараз ми живемо в цій квартирі. Так, ми платимо за неї, приблизно там 300 євро в нас виходить. Прийняли нас максимально гостинно, але я знаю, що не всім так легко знайти житло. Так получилось, что семья моего молодого человека разделилась на два лагеря. Кто-то, кто хотел остаться в Одессе, но его мама очень хотела уехать, потому что понимала, что это может дойти до Одессы. И она была первой, кто уехал на несколько недель раньше, чем мы. И ехали мы сюда уже на более-менее подготовленную почву. Она нам помогла в поиске квартиры здесь. Маме молодого человека помогли знакомые и предоставили квартиру. А нам помог молодой человек, тоже знакомый, который предоставил нам квартиру в аренду. Ну да, мы еще благодарны, у нас большая собака. Не каждый пустит с большой собакой к себе. Мы разместились у моей племянницы, мужа племянницы. У нее еще там 10 человек в двухкомнатной квартире. Ну, меня там нет, я там утром ушла, вечером вернулась. То есть, вот. В Молдове начала я лопатить все вот эти телеграммы, фейсбуки, все. И тут знакомая знакомых мне посоветовала общежитие. Общежитие это бесплатное было, общежитие технического института, и мы на свой страх и риск решили, а что не поехать? Ну, поедем посмотрим. Приехали туда. Встретила нас комендантша, она объяснила все правила, нам выдали комнату. Комната довольно-таки нормальная, хоть мы набрали всех одеял, которые у нас там были, что было, из денег закупили. Вот. Санузел, ванна и как бы рядом соседи. Трехразовое питание, меня удивило, и борщ, то есть первый-второй компот было. Отношения, в принципе, нормальные. У нас размещение от 1 дня до недели, но это как правило, но это не правило. Понятное дело, что если люди ждут визу, ждут документы, потому что у нас были разные ситуации. Люди, дом сгорел, сгорели все документы, ты не будешь их выгонять на улицу, потому что они не достояли эту очередь в посольстве. У нас есть люди и 2 недели, и по 3 живут. Могут прийти и получить единоразовую продуктовую помощь, еще личную гигиену, бытовую химию и по возможности, может, какая-то одежда весенняя. Многие выезжали, была зима, выезжали с одним рюкзаком, и сейчас острая необходимость именно весенней, летней одежды и для женщин, и для детей. Мы над этим вопросом очень активно работаем, чтобы у нас был определенный запас всех размеров кед, каких-то слепонов, чтобы это было прям, какая-то легкая весенняя обувь. Многие прям в сапогах и ботинках уезжали. Мы вам принесли подарунок. Блин, какая красота. Ми з нашими дітками і з нашими земляками намалювали для вас дерево доброти. Воно символізує вашу доброту, яка виросла на вашій молдавській землі і розквітла пишним цвітом у наших серцях. Кожна дитина намалювала своє сердечко і написала на пам'ять своє ім'я. Ми вам дуже дякуємо від щирого серця, від всіх наших українців. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Такие молодцы. Красота. Очень приятно. Очень. Ми вам бажаємо, щоб ваше дерево доброти з кожним днем ставало все більшим і більшим. Спасибо большое вам. Спасибо за приют, за доброту. Є допомога, яка надається з боку Молдовської держави, починаючи з надзвичайно м'яких, пільгових і спрощених процедур перетину кордону, які застосовувалися тоді, коли черги на перетин кордону були довжиною в кілька кілометрів із автомобілів, і багато тисяч людей протягом одної доби перетинали його. В даний час біля кордону розгорнуті пункти, первісні пункти допомоги, де вимушені переселенці можуть зупинитися, перевести подих, там, отримати першу інформацію, там, якийсь там умовний гарячий чай чи бутерброд, і в безпечному місці визначитися, що робити далі. Крім допомоги з боку держави, існує допомога з боку міжнародних організацій. І, звичайно ж таки, не можемо обійти увагою
допомогу як з боку місцевих волонтерських організацій, молдовських благодійних організацій, так і просто рядових громадян. Данный центр появился, в принципе, открылся первым в Республике Молдова. Он открылся 25 февраля. Конечно, поспособствовало то, что 2 года это был ковид-центр. В принципе, центр был в заморозке. Он был полностью продезинфицирован. И с 25-го он открыл свои двери для беженцев с Украины. Сначала центр открыли и через него регистрировали абсолютно всех, и после этого перераспределяли в разные центры. После того, как появилось большое количество таких центров, мы уже остались как временный центр для беженцев. Одна из хороших возможностей, которую еще предоставляет данный центр, это у нас есть Бюро по миграции Республики Молдова, которое организует для тех, которые желают обустроиться в европейских странах, организуют транспорт как авиарейсами, так и автобусами. В зависимости, в какую страну они хотят ехать, им дается информация, какие условия им там предоставляются, есть жилье или нету, финансовая помощь есть или нету. И уже в зависимости от потребностей. У нас были дни, когда у нас уезжало и по 100, и по 150 человек, по 40, по 50. На момент, в принципе, в каждый день у нас 5-6 стран, которые дают свои условия для тех, которые хотят туда поехать. И организуется транспорт для них. Буквально за 2 дні створили центр прийому біженців. Ми щодня отримуємо 50-60 звернень, і люди приходять до нас за тим, щоб отримати харчування, отримати предмети гігієни, ліки. Ми людям допомагаємо інформаційно, допомагаємо знайти роботу, допомагаємо знайти житло, якщо їх не влаштовує центр. Ми людям допомагаємо також виїжджати в Європу. За цей час понад 300 родин з нашого центру виїхало в Німеччину. В нашій країні також зараз починає працювати програма, де біженці можуть отримувати разову фінансову допомогу. Ми також інформуємо, де це можна зробити, як це можна зробити. З розмови з оператором я зрозуміла, що це не дуже бажано тут, бо насправді Молдові дуже важко буде потягнути якісь виплати для біженців, бо вони були готові прийняти 8 тисяч людей. Потім стало 30 тисяч людей, а наразі зараз тут перебуває приблизно 100 тисяч людей. І уявіть, якщо всі оформляться на статус біженця, дійсно буде дуже важко. Але тут є якісь міжнародні ініціативи. От, наприклад, завтра я поїду отримувати, я зареєструвалася, встала в електронну чергу. Це називається Caritas Moldova, це якась міжнародна ініціатива. І кожен громадянин України, який в'їхав в Молдову після 24 лютого, може отримати 2200 лей, це єдиноразово, це приблизно 100 з чимось євро. Ось, як допомогу. Також я тут отримую безкоштовну допомогу продуктову. Дуже часто це взагалі якісь частні ініціативи волонтерські, навіть не державні. Ось, якось, в принципі, всі намагаються допомагати. Это волонтерская инициатива, которую мы создали. Это частная инициатива. Уже, кажется, практически в первый день войны мы очень быстро мобилизировались. У нас получилось даже, скажем так, быстрее, чем, правительство Молдовы мобилизоваться. Мы в сотрудничестве с правительством, они нам дали большой зал в центре Кишинева, чтобы мы могли все вместе встречаться и начинать свою работу. Мы очень быстро создали разные департаменты, потому что, конечно же, надо было быстро реагировать на поток людей, которые приезжали, переходили границу. И так мы создали эту инициативу и уже больше месяца работаем здесь каждый день. Мы работаем на сайте dopomoha.md. Это платформа, которую наша прекрасная команда IT создала в очень быстрое время. Это платформа, на которой могут и беженцы, беженки из Украины подать заявку, что им надобится, но и с другой стороны волонтеры из Молдовы могут предложить свою помощь. То есть там можно подать заявку и на еду, и на жилье, и на психологическую помощь, на разные услуги. Еще интересно, у нас есть отдельный департамент, скажем, с украинскими волонтерами. Есть Наталья, которая тоже беженка из Украины, и она
создала вот отдельный департамент, чтобы украинские граждане, которые здесь находятся, могут тоже как-то вовлекаться и помогать, чем могут. Ну и вот так вот мы искали и увидели у Натальи, у организатора украинской, женщина из Бучи, наша соотечественница, что нужны волонтеры, русскоязычные операторы, которые могли бы оказывать помощь волонтерскому центру. Мы пришли, присоединились, сели работать вместе. Мы обрабатываем запросы украинских беженцев на оказание гуманитарной помощи. Связываемся, уточняем количество людей, количество детей, нужны ли там какие-то средства гигиены, памперсы, детские питания. И распределяем это на разные склады для того, чтобы там уже дальше волонтеры формировали посылки, с полноценной гумпомощью. Каждый день происходят какие-то мелкие приятности, то какие-то подарки, носочки, то футболка «Русский корабль, иди». То еще что-то. Такая позитивная атмосфера. Просто это помогает нам переключаться, потому что вы видите, да, чуть что, сразу слезы, потому что мониторим ленту. Вот сегодня бомбили район моей сестры, ее семьи. Очень тяжело, с тяжелым сердцем пришли на работу. Но это помогает как-то отвлечься, и чувство вины у всех, кто уезжает из Украины, оно присутствует, потому что кто-то остался. И это чувство вины настолько давит, что там есть люди, которым сейчас тяжело, а мы в безопасности, в безопасной стране. Поэтому ощущение, что мы можем сделать хотя бы что-то полезное для українців здесь, оно как-то его компенсирует. Я от зрозуміла головне, що це не сидіти вдома. Звичайно, перший тиждень я теж нікуди не виходила, у мене був досить складний емоційний стан. Я не могла відірватися від споглядання новин і всього, але ж в мене діти, то вони не можуть так довго в такому режимі, їм треба рухатись, їм треба розвиватись. Та навіть ти пройшовся в парк, от я прийшла вчора в парк, побачила, що там теж роздають якусь допомогу. І треба рухатись. Подержи дверь, пожалуйста. Есть рёмушек хороший? Ну, давайте. $132 гривен. На 11 лей получилось. Полкило лука и килограмм картошки. На 6 лей. Угу. 17. Не картошка, да? Килограмм картошки, да. На 11 лей. Угу. 17, 28. И 2 буряка. Это заболело, пусть будет на 30. Капуста. Капусточка. Капусточка на 14 будет 51, 50 лей. Беременность. Здоровья вам. Спасибо большое. До свидания. Знайшла неподалік від нас школу, яка є російсько-українською гімназією імені Тараса Шевченка. І у дітей навіть буде 1 урок української мови, а може навіть 2 на тиждень. Як ми влаштовувались в школу? Вся процедура в мене зайняла приблизно 4 години з того моменту, коли я відкрила Google і почала шукати школи, до того моменту, коли завуч або директор, я, до речі, навіть не знаю, хто це, підписала нам документи, мабуть, директор. Ось, дуже гарне ставлення. Ми зробили, єдине, що ми зробили, це медицинську справку. В лікарні це було досить легко, ми просто прийшли, підійшли там на цей ресепшн, нас відправили до дільничого лікаря за адресою, за якою ми проживаємо. Лікар була дуже приємною, люб'язною, вона розпитала дітей, як вони себе дійсно зараз почувають, звернула уваги на якийсь там на колір шкіри, сказала, що бліденькі, тобто поставилась досить уважно. І все, і ось діти пішли в школу. Базова потреба, можливість отримати навчання в Молдові є непогано забезпеченою. Загальна кількість місць у школах і дитячих садочках
вільних місць на момент початку агресії, повномасштабної агресії з боку Росії в Молдові існувала. І тому, в тому числі в столиці, в Кишиневі. І тому, коли постало питання про місця в школах, місця в дитячих садочках, вони були. І ними ті наші співгромадяни, які вважали за потрібне, які планували це зробити, мали і продовжують мати змогу скористатися. Інша справа, що з плином часу кількість цих місць поступово зменшується. І тут треба ще згадати про ті можливості, які пропонуються Україною в сфері онлайн-навчання. Я знаю, що є дуже кілька платформ національних, пропонують варіанти для онлайн-навчання. І сила селена приватних навчальних закладів, які в умовах пандемії перебудували свою роботу і практикують онлайн-навчання також. Я записала Веронику на все возможные и невозможные кружки, которые там бесплатно. Допустим, Textville называется. Называется такая организация, которая проводит там скретчинг, потом рисование, вот такие интересные мастер-классы для малышей. Ника с радостью ходила, все. Потом записали мы в секцию дзюдо, потому что она ходила в Мариуполе на дзюдо. Мы связались с нашим тренером, он посоветовал здесь. Институт физической культуры, здесь нас взяли. Без промедления дали даже кимоно, все нормально, она ходит і туди теж безплатно. Є багато груп, от, тут взагалі їх там 3 чи 4 великі, і там весь час якісь інформація, новини. Тобто я вже знайшла безкоштовні заняття для українських дітей з тріатлону. Ми навіть не знали, що таке тріатлон, тепер ми знаємо, що це 3 види спорту активного. І у четвер мої діти перший раз підуть на пробне заняття. Дуже багато ініціатив. І можна знайти і заняття, і розваги, і мовні курси, і головне шукати. Что касается здесь по работе, сидеть дома я не могу. Я начала искать работу. Меня спрашивают мое образование, я юрист. Юридически работать я здесь не могу, потому что румынского языка я как бы не знаю. Начала я спрашивать, по каким работам я могу находиться. Мне сказали, что я буду либо няней, а няней за 25 лей в час. 25 лей – это ничего, и няней 3 детей. То есть вся моя ответственность физическая и моральная должна была быть на мне. И тут я обратилась в Facebook, и начала по всем организациям звонить, которые есть волонтерские, с просьбой взять меня на работу, потому что за деньги. Многие говорили, да, без денег, разлаживай вещи, все хорошо, там вот тебе физическая разгрузка, но мне нужно отправлять деньги в Мариуполь, отправлять деньги своим старикам. И вот нашла я на одном из сайтов, меня приняли как бы координатором на одной из организаций, которая выдает деньги сейчас беженцам. То есть 2 в 1, я и помогаю нашим украинским людям, и как бы немного помогаю своей семье, чтобы там прийти в себя. Роботу я пробувала вже знайти собі, але я працюю в медіасфері, тож я спробувала спочатку знайти якусь роботу за фахом. Поки що не знайшла, бо нема поки що для мене якихось місць. Насправді тут, мабуть, це легше за все зробити, бо друга мова дійсно російська, і всі надписи, майже всі люди розуміють російську, тож в тебе немає мовної проблеми. Що стосується офіційної роботи, це, звичайно ж таки, можливо. Щоправда, для цього треба мати певний статус в Молдові. Треба мати або посвідку на тимчасове проживання, або дозвіл на постійне проживання, або статус біженця. Треба мати податковий номер, треба платити податки. Все як має бути в нормально організованій державі. Статус біженця, значить, я його не оформлювала, бо я зрозуміла таку річ, що я можу це зробити. По-перше, потім півроку я не можу виїхати нікуди, а мені це не дуже зручно, бо я планую повернутися, як тільки буду при першій можливості. Я буду здесь, я буду ждать своих. Они наконец-то выехали в село, там, где нету пока связи, но не бомбят, им больше не холодно, потому что они сидели в шапках все эти 20 дней, они были грязные, их теперь накормили, их очистили. Дедушка мой, которому 90 лет, он пережил Вторую мировую войну, теперь он сидит и третью ждет, третья война для него трудно дается. Я жду их здесь или хотя бы на Паланке, чтобы какие-то лекарства, все передать. Папа у меня инсульт у него пережил. Мама все надеется вернуться в Мариуполь. Мама не верит этому. Она у меня заведующая отделением детским. Папа у меня нейрохирург.
они все думают, что Мариуполь существует. У них нет интернета. А мы видим развалины, мы видим, что сейчас осталось там. Больницы, там, где она работала, ее не существует. Нашего дома нет, его разнесли. Они все думают, что они придут назад, тоже мы накроем стол, мы будем сидеть, мы будем встречать Новый год. Ну, такого не будет. Будет по-другому. Будет в какой стране, я не знаю. Мы в похожем положении с Украиной, потому что у нас тоже есть непризнанная республика, которую могут в любой момент начать защищать от нас. Поэтому мы тоже ощущаем определенную угрозу тому, что... плюс моя личная, то, что я русскоязычная и вообще даже, не знаю румынского, я родилась в Молдове, и у меня ощущение, что меня могут тоже начать защищать, только потому что так захотят. Потому что я никогда не чувствовала никакой дискриминации и притеснения, и проблем с тем, что я русскоязычная, не было, но легкое ощущение, что тебя в любой момент начнут защищать, так что и лишат и семьи, и жизни, и всего остального, оно присутствует все это время. Конечно, мы маленькая страна, у нас нет ни одного танка, то есть мы здесь, по сути дела, не защищены ниоткуда, и это настораживает. Это настораживает, есть, естественно, беспокойство у людей, и мы тоже понимаем, что да, мы не в этом конфликте сейчас, не в этой войне, но мы можем быть частью этой войны, потому что у нас есть Приднестровье, мы тоже часть этой истории. И, конечно, в это время каждый гражданин Молдовы, он задает себе вопрос, кто мы, что мы, как мы себя ощущаем. Каждый должен дать себе ответ и должен выработать свою позицию. Будем честными, тут пропаганда работает отлично, и тут очень много микс семей, тут очень много русскоязычных, хоть они и убывают с временем, но тут раскололось, то есть очень много семей на этом фоне и так далее. Я перестал общаться со своей семьей. Я, будучи этническим русским, и в принципе русским, и моя семья живет вся в России, я не могу с ними общаться. То есть, потому что даже супер здравомыслящие люди за годы жизни в России не способны больше критически мыслить. Вот. Точно так же это происходит и тут, на фоне того, что у нас и так есть разделение внутри страны с разными этническими группами. То есть, да, у нас есть Приднестровье, которое, естественно, направлено на восток. У нас есть Гагаузия, которая отдельная совершенно культура, интегрированная, вроде бы интегрирована в обществе, но они там живут в своем кластере собраны, да, то есть в один кружочек и так далее, которые тоже почему-то необоснованно провосточные. То есть, и на фоне этого разделение сильно чувствуется. Не уверен, что они боятся. Тут люди, живущие в танке. Большая часть старается думать, что это вот там, и сюда это не доберется. Но на всякий случай они такие, мы будем в сторонке, да, то есть мы в этом не будем лезть и так далее. Есть, конечно же, люди, как везде, имеют разные мнения. Но, например, то, что радует тоже, это то, что, например, есть протесты практически вот через целый месяц. Каждый день были протесты против войны. Это были маленькие пикеты, но это важно, что кто-то каждый день был и говорил про свою позицию против войны. Ко мне пришел мой однокомандник, мы выдвинулись, то есть ко мне в офис. Впоследствии подтянулись уже на митинг. Это, я бы сказал, достаточно хорошая акция была. Но этого недостаточно. И это первая мысль, которая пришла, когда мы находились там. То есть этого недостаточно. Потому что они будут сокращаться, людей будет приходить меньше, и люди вернутся в обычный образ жизни. Но уже тогда было понятно, что эта война будет долгой. Пришла мысль, и я сразу спросил ребят, я говорю, кто в деле, давайте это сделаем. Мне сказали, ребята, хорошо, сколько людей нужно. В общем, на следующий день мы встретились у отеля «Националь» примерно 7:30-8 вечера.
собрались. Нас было чуть более 10 человек. Это мои однокомандники и мои друзья, которые подключились поучаствовать в эту акцию. Мы привезли с собой краску, выгрузили ее. Это было порядка 18 10-литровых ведер. Ну и, в общем, спланировали непосредственно действия свои. Так как акция нелегальна, это очень большая дорожная развязка, тут очень много патрулей ездит постоянно останавливается полиция и так далее. Нам пришлось расставить несколько людей на чекпоинтах. Реакция была ожидаемой. С какой-то точки зрения шок, с какой-то точки зрения огромная поддержка. В первую очередь мы в любом случае это делали для украинцев, для людей, которые прибывали к нам. Потому что на общем фоне того, что творится в стране, как выглядит Молдова и так далее, тут особую поддержку, кроме как непосредственно от волонтеров, ты не увидишь. Но это хоть какой-то знаковый аспект того, что мы точно знаем, что там происходит, и нам не безразлично. Бывает какой-то витает негатив в комментариях, но на самом деле мы сталкиваемся только с таким доброжелательным очень отношением. На улице там могла девушка, услышала говор, остановилась и пообщалась с нами. Какие-то слова поддержки, очень теплые отношения. Hello everybody, hello Ukraine, we are Zdub Przyzdub and the Dvachov brothers from Moldova. Listen to our song Тренуленцу The Train, и все будет добре. Hey ho, let's go, folklore, rock and roll, la Katrina on the edge, Chanel Bucharest. Стоп забор. Друзі, у нашому минулому відео про Чехію всі наші герої зійшлись на думці, що для успішної інтеграції в чеське суспільство, найкращих умов для працевлаштування та для комфортного перебування в країні необхідно вивчити чеську мову. І незважаючи на те, що українська та чеська дуже схожі, це все ж таки складне і непросте завдання, яке вимагає часу, сил та участі кваліфікованих викладачів. Вже після виходу відео ми познайомились з командою мовної школи GoStudy, яка понад 20 років допомагає студентам вивчити мову та успішно вступати до вишів Чехії. Наразі команда GoStudy реалізує великий благодійний проєкт за підтримки Міністерства освіти Чеської Республіки та має можливість безкоштовно навчити кілька тисяч дітей з України віком від 14 до 18 включно основам чеської. Все літо GoStudy проводитиме безкоштовні курси для дітей, яким необхідно підготуватися до нового навчального року. Курси проходитимуть очно в Празі або в Брно і містять 80 уроків чеської, 5 днів на тиждень по 4 академічні години на день. Посилання на цю програму ми залишимо в описі. Ну а у випадку, якщо ви не підходите за віком або хотіли б пройти більш інтенсивний курс для подальшого навчання в університетах або роботи в Чехії, у GoStudy є програми різної спрямованості та вартості. Є також курси у форматі онлайн, які можна проходити з будь-якої точки світу. Посилання на інтеграційні курси можна знайти в описі.